Всем привет, меня зовут Алина. В этом видео мы поговорим с вами, как удержать вес после похудения, по каким причинам можно снова набрать вес и как этого избежать. За 10 месяцев мне удалось сбросить 20 лишних килограмм. Все советы, которые я буду давать на протяжении этого видео, основываясь на моем личном опыте. Я поделюсь своей историей, расскажу, какие ошибки я делала на пути и как мне удалось их исправить. В конце вы получите стратегии, которые помогут удержать результат и не вернуться к старым привычкам. Вначале давайте поговорим о трудностях, с которыми сталкиваются люди в процессе похудения. Первое, с чего стоит начать, это страх снова быть недовольным собой. После достижения определенного результата часто появляется страх вернуться в прежнее состояние. Это не только о весе, но и о том, как вы себя чувствуете. Многие переживают, что утратят уверенность и вернутся к старым вредным привычкам, которые, собственно, и приводили к недовольству собой. Следующая трудность – это чувство усталости и потеря мотивации. Когда усилия начинают замедляться, появляется желание расслабиться и вернуться к прежним привычкам. Это может стать моментом кризиса, когда кажется, что все силы уходят, а результат при этом становится все менее заметным. Следующее, что я хочу выделить в этом списке, это социальное давление и окружение. Когда окружающие не понимают, почему вы меняете свои привычки, почему вы меняетесь, это может для вас стать дополнительным стрессом. Люди начинают навязывать свои желания и непрошенные рекомендации. Сейчас я словила себя на мысли, что несколько лет я была сама таким человеком. Так делать не нужно. Важно помнить, что это ваша жизнь, ваши цели, и внешнее давление не должно влиять на достижение и реализацию их. Самая распространенная проблема, я считаю, это недовольство своим темпом прогресса. Особенно если вы находитесь в процессе похудения и взвешиваетесь чуть ли не каждый день, а может быть и 2 раза в день. Подсчитываете калории, запрещаете себе есть лишнего. Несмотря на эти все жесткие ограничения, вы видите результат, который вам не нравится, может начать теряться вера в себя. Когда результаты замедляются, возникает сомнение в успехе. Это может вызвать разочарование и желание сдаться. Особенно если в начале пути ваш прогресс был достаточно быстрым. Важно научиться радоваться процессу и не привязываться исключительно к конечному результату, а воспринимать каждый свой шаг как шаг вперед. Если у вас есть свои примеры трудностей, с которыми вы столкнулись, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и мы вместе разберем ваш вопрос. Давайте перейдем к самому важному вопросу в этом видео. Как удержать вес? В первую очередь нужно понимать, что диета – это как единоразовая акция. Если вы хотите полностью поменять свой образ жизни не на какой-то период, например, похудеть на 2-3 месяца, а на всю жизнь, вы должны копать гораздо глубже. Вы должны изменить свои парадигмы. Что такое парадигма на простом языке? Это привычный способ, как думать и действовать. Представьте, что у вас есть определенный взгляд на мир, и в разных ситуациях вы поступаете одинаково. Это своего рода модель, которая помогает нам принимать решения. Я сейчас не говорю о том, правильно ли эти решения или нет. Например, если вы всегда в стрессе начинаете переедать, это может быть вашей парадигмой, определенным привычным способом реагировать на стресс. Вы должны изменить свой образ мышления, поменять свои привычки. Знаете, есть такое выражение: успех – это не конечная точка, это путь. Многие люди думают, что когда они смогут похудеть, достичь желаемого веса, тогда только они будут счастливы, довольны собой, и, собственно, тогда можно будет расслабиться. Это большое заблуждение. Они рассматривают желаемый результат как конечную точку, забывая, что успешное дело – это не финиш, а продолжение этого пути. Подумайте вот о чем. Зачем вам на самом деле нужно похудеть? Если ваша цель – выглядеть хорошо на фотографиях в ближайшем отпуске или влезть в желаемое платье на дни рождения, то это всего лишь кратковременный результат. Да, возможно, вы сможете достичь желаемого для какого-то события, но что дальше? Я призываю вас пересмотреть свои парадигмы. Возможно, для этого вам понадобится несколько дней или несколько недель на то, чтобы побыть наедине с собой, взглянуть на свою жизнь и на себя со стороны. Это время для глубокого размышления. Вопросы, которые должен задать себе каждый. Какие у меня ценности? Какие черты характеризуют мою личность на данный момент? Сделайте паузу и выпишите эти вещи. Если вы боретесь с лишним весом и время от времени у вас бывают срывы, рекомендую сесть и проанализировать, что у вас в целом происходило в этот день срыва.
а также что происходило, какие события происходили даже в предыдущем дне. Возможно, у вас были какие-то всплески эмоций, неприятные ситуации, и, возможно, вы сами того не замечая, продолжали мысленно прокручивать эту ситуацию, то есть переживать те же события, вследствие чего эмоции взяли вверх и произошел срыв. Напишите в первой колонке характеристики про себя. Например, я тот человек, который любит залипать пару часов в ТикТоке перед сном. Или я тот человек, который после тяжелого рабочего дня считает нормальным пойти выпить бокал вина. Либо встретиться с подругой и обсудить недостатки ваших коллег. Возможно, это посмотреть несколько серий драматического сериала, который не несет в себе никакой пользы и даже может вызвать неприятные эмоции и чувства. Подумайте, проанализируйте, как проходит ваш день и напишите это. Если вы уже на пути к своей цели, например, вы конкретно в процессе похудения, у вас наверняка есть представление о том человеке, которым вы стремитесь стать, о тех качествах, которые вас мотивируют. А теперь представьте, что если ваша цель не просто похудеть к лету для красивых фотографий, а поддерживать здоровый образ жизни и заботиться о своем теле всегда. Когда вы ставите цель, которая не ограничена временем, у вас нету этих 2 месяцев, за которые вам нужно точно похудеть до лета. Вот эта цель становится частью вашей жизни, а не просто временным событием. Теперь еще раз попробуйте описать, как выглядит тот человек, которым вы стремитесь быть. Чем вы будете заниматься, какие интересы, какие привычки у вас появятся, как вы будете относиться к себе и к своему телу. Вы также можете поставить это видео прямо сейчас на паузу, сделать колонку «То, что есть по факту», и то, к чему вы стремитесь. Самая главная часть этого видео. О чем важно помнить в процессе похудения. Первое – окружение. Вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно окружение влияет на нас самих? Когда я встала на путь похудения, перешла от слов к действиям. Кстати, у меня взяло это 10 лет. Представляете, 10 лет я жила с мечтой похудеть. В конце 2010 года я перешла к действиям. Первое, что я поняла, мне нужно изменить свое окружение. Я была окружена людьми, которые не так сильно заботились о себе, питались хаотично и вели нездоровый, неправильный образ жизни. Когда мы общаемся с такими людьми, мы волей-неволей можем начать перенимать их привычки на себя. Когда я начала меняться, первым и главным пунктом отправления – изменить свой круг общения. То есть я ввела у себя привычку искать тех людей, которые вдохновляют и поддерживают меня, то есть искать единомышленников. На этом канале уже есть видео, какие именно привычки мне помогли сбросить 20 килограмм. Ссылку на это видео прикрепляю в описании. Я абсолютно согласна с тем, что ответственность за наш выбор лежит на нас самих. Мы сами решаем, чем питаемся, какой образ жизни ведем, но важно понимать, наше окружение очень сильно влияет на нас. Если вы в какой-то период заметили, что к вам возвращаются какие-то вредные привычки, от которых вы длительное время хотели избавиться, это сигнал о том, вам нужно пересмотреть, кто и что вас окружает. Обратите внимание, кто рядом с вами. Это человек из этого списка, либо из этого. Следующее напоминание в достижении цели – это принятие того, что процесс – это не мгновенное решение, а путь, когда вы идете к своей цели. Важно помнить, изменение – это не моментальный процесс. Если у вас случился срыв или переедание длится уже несколько дней, первое – это нормальное явление. Важно в этой ситуации не винить себя, а поддерживать. Так, как бы вас поддержал ваш лучший друг. Представьте, что бы ваш друг сказал в такой ситуации. Он бы вас стал винить, упрекать, либо он вам сказал: не переживай, такое случается, это нормально, ты совсем справишься. Вот именно так и нужно себя поддерживать. Примите то, что случилось, и идите дальше. Вы столько лет формировали старые, неполезные, неэффективные привычки, и это не изменится за несколько дней. Если вы вели, например, скажем, 20 лет нездоровый образ жизни, не ожидайте от себя, что вы сможете стать абсолютно противоположным человеком за один день, либо даже за 1 месяц. Каждый раз, как случается срыв, вспоминайте, как вы реагировали раньше. Вы могли бы винить, накручивать, угнетать себя, повторять негативные мысли. Сейчас поменяйте свою реакцию. Вместо обвинений и недовольства скажите:
Да, я действительно сорвалась. Я знаю, что могу снова встать и двигаться дальше. Следующее важное напоминание касается самоценности и заботы о себе. Забота о себе для достижения результатов – это не только спорт и питание. Лично для меня забота проявляется в тех минутах, которые я выделяю для себя утром. Я остаюсь наедине с собой. Это время, чтобы записать все свои мысли, освободиться от какого-то ненужного груза. Я рекомендую и вам помнить о том, чтобы задавать себе нужные вопросы. Чего я хочу? Что меня вдохновляет? Что меня расслабляет? Задавая себе эти вопросы каждый день, вы начинаете понимать, что действительно важно для вас. Найдите для себя те дела, которые действительно вас восстанавливают. Записывайте такие дела в свой день. Маленькие, но важные, которые восстанавливают, наполняют вас легкостью и радостью. На этом канале уже есть видео, где я рассказываю, как я избавилась от вредных привычек, которые, собственно, и привели меня к 20 лишним килограммам. Если вы хотите узнать, как избавиться от таких вредных привычек, которые продолжают нас держать в нежелаемом для себя состоянии, обязательно смотрите это видео.